Линейные парусные корабли были воплощением морской мощи в эпоху господства парусного флота. Они представляли собой морской щит, который оберегал побережье от вторжений, крушил вражескую торговлю и защищал союзные суда, как в период наполеоновских войн, так и в другие времена. Линейные корабли были самыми крупными и сложными военными машинами того времени. У Британии их было около 140, больше, чем у любой другой страны. Но ее преимущество заключалось не столько в количестве или лучшей конструкции кораблей, сколько в качествах людей, управлявших ими. Смелые и опытные командиры, дисциплинированные и энергичные матросы, все они были полны уверенности в себе и привыкли к победам. В разгар наполеоновских войн в Королевском флоте Великобритании служило около 145 тысяч человек, что сопоставимо с численностью европейских полевых армий того периода. Линейные корабли, такие как HMS Victory, требовали огромных команд. Не столько для управления кораблем, сколько для обслуживания тяжелых орудий. Во время Трафальгарской битвы в 1805 году на борту корабля находилось 820 человек, чуть меньше положенных 850. Из них лишь 15 были офицерами. Один адмирал, командовавший флотом, один капитан, управлявший кораблем, 9 лейтенантов флота и 4 офицера Королевской морской пехоты. Затем старшие уоррент-офицеры, корабельный мастер, отвечающий за навигацию, старший канонир, в ведении которого находились корабельные орудия, стрелковое оружие, порох и ядра. Боцман, отвечавший за паруса и такелаж, вместе со своими помощниками, контролировал все работы на палубе. 2 корабельных плотника, занимавшиеся поддержанием судна на плаву и выполнением ремонтных работ. Баталер, отвечавший за корабельную провизию. Врач, заботившийся о физическом здоровье экипажа. И капеллан, отвечавший за духовное благополучие команды. На борту также находился 21 мичман. Это были молодые офицеры-кадеты, некоторые из которых начинали свою морскую карьеру всего в 13 лет. Они проходили 6-летнюю морскую практику, обучаясь морскому делу, управлению парусами, навигации, математике и тригонометрии. После этого они могли претендовать на сдачу экзамена на лейтенанта, строгого испытания перед комиссией из капитанов флота. Дальнейшее продвижение до командора, а затем капитана, зависело от заслуг и, что не менее важно, от социальных и политических связей. Для тех, у кого не было влиятельных покровителей, процесс мог быть чрезвычайно изнурительным, что нашло отражение в карикатуре знаменитого иллюстратора Джорджа Крукшанка. Некоторые морские офицеры происходили из аристократических семей, но большинство были выходцами из тех слоев населения, которые сегодня мы бы назвали средним классом. На борту HMS Victory также находились 43 писаря, ординарцев, стюардов и слуг. Все они помогали офицерам. 69 младших уоррент-офицеров, старшин и их помощников, занимавших различные должности, такие как каптен-армус, оружейный и парусные мастера, 212 опытных матросов, ветеранов морской службы, 193 рядовых матроса, прослуживших не менее года, 87 новобранцев, пригодных разве что для работы на снастях, 142 королевских морских пехотинца, солдат, которые сражались на кораблях, возглавляли десантные операции и поддерживали дисциплину. И 31 юнга, многие из которых были сиротами, спасенными от нищеты и обреченными на жизнь в море. Каждому отводилось определенное место для выполнения маневра. Марсовые, самые сильные и смелые матросы, управляли парусами высоко над палубой. Баковые матросы, бывалые моряки, занимались якорями и парусами бушприта. Шкафутные, шканечные и ютовые занимались управлением снастями на своих участках. Команда была разделена на 2 вахты – левая и правая.
Они дежурили по очереди, за исключением чрезвычайных ситуаций, когда на палубу вызывались все. Кроме того, они подразделялись на команды, каждый из которых командовал лейтенант, отвечавший за благополучие и поведение своих людей. Экипаж HMS Victory, как и большинство британских военных кораблей, был на удивление космополитичным. Большинство из них были выходцами из Великобритании и Ирландии, но около 10% составляли иностранцы, включая американцев, итальянцев, голландцев, мальтийцев и вест-индийцев. Примерно половина экипажа была добровольцами, остальных набирали принудительно с помощью печально известных военных патрулей, рекрутских команд флота. Эти патрули прочесывали порты и проходящие суда в поисках подходящих людей для обязательной службы. Процесс набора далеко не всегда проходил мирно. Военные патрули вызывали страх и ненависть у гражданских. Они нередко забирали людей, которые вовсе не были пригодны к службе или даже не были британцами, хотя большинство впоследствии освобождали, если те могли доказать свою личность. При этом существовали ограничения. Вопреки распространенному мифу, флот не вербовал бродяг и не принимал преступников, осужденных за тяжкие преступления. Чтобы добиться максимальной эффективности от корабля, капитан должен был прекрасно знать как свой экипаж, так и свое судно. Каждый корабль имел оптимальный курс относительно ветра. Для HMS Victory это было направление в пределах 1-2 румбов от кормы. Именно так корабль развивал свою максимальную скорость около 10 узлов. Однако крупные суда не могли двигаться строго по прямой линии из-за дрейфа, сноса корпуса под действием ветра. С этим должен был справляться рулевой, управлявший кораблем с помощью штурвала. Вахтенный офицер, обычно лейтенант, отвечал за корабль во время своей вахты и отдавал приказы о постановке или уборке парусов. Если ситуация требовала, он вызывал капитана. В условиях сильного ветра корабль мог идти только под марселями, иногда дополняя их кливером или летучим кливером. В легкий ветер он мог прибавить парусов, поставив фок, грот и брамсели, а также бомбрамсели. Иногда выдвигались дополнительные реи для установки летучих парусов, называемых лиселями. Такой режим хода назывался «идти под полными парусами». Но если ветер усиливался, лисели и бомбрамсели нужно было срочно убрать, так как реи и паруса могли быть повреждены или сорваны внезапным сильным порывом. Ни один парусный корабль не мог идти строго против ветра. Для Victory ближайший к ветру курс составлял 6 румбов. Такой режим назывался «на ветер» или «bay the wind». Для движения против ветра существовало 2 метода. Первый – поворот оверштаг. Этот зигзагообразный маневр требовал точной работы с парусами и создавал значительную нагрузку на реи и такелаж. Альтернативой был поворот через for the wind, более простой в выполнении маневр, но медленный, так как требовал огибать ветер по подветренной стороне. Постановка на якорь крупного военного корабля была сложным и ответственным процессом. Глубину промеряли лотом, грузом из свинца, привязанным к веревке с отметками через каждые 1,8 метра, 1 морской сажень. Предпочтительная глубина для якорной стоянки составляла до 72 метров, хотя при необходимости корабль мог встать на якорь и на большей глубине. Сначала корабль снижал скорость, убирая паруса. Когда движение останавливалось, якорь спускали на воду, прикрепив к нему буй. Под действием течения и наполненных встречным ветром парусов корабль начинал медленно отходить кормой назад, а якорный трос разматывали, используя длину втрое превышающую глубину моря.
Именно огромный вес этого мощного троса, не уступающий самому якорю, надежно удерживал корабль на месте. В зависимости от погоды, течения и характера морского дна могло потребоваться использование нескольких якорей, чтобы надежно закрепить корабль. Менее известный, но важный прибрежный маневр назывался верпованием. Это был способ перемещать корабль против ветра или течения, используя исключительно силу экипажа. Легкий верповальный якорь перевозили на корабельной шлюпке, которую перемещали вперед по курсу корабля и сбрасывали якорь в воду. Затем команда начинала вращать кабестан, подтягивая корабль к якорю. Этот трудоемкий процесс повторяли столько раз, сколько требовалось, чтобы переместить судно в нужное положение. Существовал и другой вариант – перетяжка. В этом случае канаты крепили к неподвижному объекту, например, к прочному дереву на берегу, и корабль подтягивали к нему. В морском бою первым делом всегда учитывались направление и сила ветра. Корабль, находившийся в наветренном положении, обладал преимуществом. Он мог выбирать, когда и при каких условиях начинать сражение, в то время как кораблю в подветренном положении приходилось бороться с ветром, чтобы приблизиться к противнику. Корабли всех стран иногда поднимали ложный флаг – флаг другой державы, чтобы скрыть свою принадлежность. Это считалось допустимой тактикой. Однако открыть огонь по противнику, не подняв перед этим свой настоящий флаг, считалось непростительным преступлением. Перед началом боя капитан отдавал приказ: «Все по местам!» Под бой барабанов корабль готовился к сражению. Все временные каюты на батарейных палубах разбирали и убирали в трюм, чтобы расчеты могли работать без помех. Лазарет освобождали, а всех раненых и больных переносили в кубрик. Камбузную печь гасили, чтобы избежать риска пожара. Ядра, картечь и пороховые заряды поднимали из погребов на батарейные палубы. Корабельные шлюпки спускали на воду и буксировали за кормой. Там они были менее подвержены риску быть разбитыми в щепки вражеским огнем и находились в полной готовности на случай чрезвычайной ситуации. По палубе рассыпали песок, чтобы предотвратить скольжение, а над ней натягивали противоосколочную сетку, защищавшую людей от падающих обломков рангоута или снастей, сбитых вражескими ядрами. Каждый занимал свое место в бою. Капитаны и офицеры в полной парадной форме располагались на шканцах. Марсовые матросы находились наверху, готовые работать с парусами. Меткие стрелки занимали позиции на боевых марсах. Команда плотника размещалась в кубрике, готовая заделывать пробоины ниже ватерлинии. Помощники канониров работали в крюит-камере, готовя дополнительные заряды. Хирург находился в кокпите, готовый принимать раненых. 3/4 экипажа занимали боевые посты на батарейных палубах, обслуживая 104 орудия корабля. Эта колоссальная огневая мощь для своего времени делала его одним из самых грозных военных кораблей в мире. Его самые мощные орудия – 32-фунтовые пушки на нижней батарейной палубе. С ближней дистанции они могли пробить около 60 сантиметров твердого дуба. Каждое орудие удерживалось на месте с помощью брюков и пушечных талий, которые сдерживали мощную отдачу. Без них 4-тонная пушка с лафетом могла бы сорваться и промчаться по палубе после выстрела. Каждое орудие обслуживала команда из 10-14 человек, которая делилась пополам, если корабль вел огонь по обоим бортам. Командовал расчетом командир орудия, отвечавший за наведение. Его команда перемещала массивное орудие с помощью гандшпугов, ломов и клиньев. Когда цель была захвачена, командир орудия либо подносил фитиль к запальному отверстию, либо, как показано здесь, дергал за спусковой шнур, соединенный с кремневым замком, чтобы произвести выстрел.
Для перезарядки один из членов расчета сначала закрывал запальное отверстие большим пальцем или пробкой, чтобы предотвратить попадание искр в ствол во время заряжания. Затем ствол прочищали, или, как говорили на флоте, банили, чтобы потушить тлеющие угли, а затем повторно очищали его, чтобы удалить остатки. Через дульный срез вводили пороховой заряд в мешке и забивали его шомполом. Затем заряжали ядро, а следом шел пыш, который фиксировал содержимое. После этого пушку выкатывали в боевое положение, а в запальное отверстие вставляли протравник, чтобы проколоть мешок с порохом. Командир орудия добавлял порох из порохового рога в запальное отверстие и затравочную полку. Теперь орудие было готово к следующему выстрелу. Этот процесс занимал у опытного расчета около 90 секунд. Как правило, обученные артиллеристы работали быстрее и точнее, чем менее опытные экипажи. Однако по мере того, как длилось сражение, скорость стрельбы заметно снижалась из-за усталости и потерь среди команды. Условия на батарейных палубах во время сражения были невыносимыми. Оглушительный грохот, густой дым, жара и страшные ранения, вызванные ядрами, летящими деревянными щепками и несчастными случаями. Сражения обычно начинались с залпа, последовательного выстрела всех орудий одного борта. Для большего эффекта первый залп мог быть двойным. Каждое орудие заряжалось 2 снарядами. Чтобы гарантированно пробить корпус вражеского корабля, дистанция должна была составлять менее 460 метров. Многие капитаны предпочитали предельно близкую дистанцию – сражаться борт-о-борт. Самым разрушительным маневром было занять позицию для ведения анфиладного огня – залпа вдоль вражеского корабля, поражающего его нос или корму. Ядра, пролетающие через всю длину судна, уничтожали все на своем пути, причиняя хаос и огромные потери. Французские корабли чаще стреляли высоко, на подъеме, целясь в мачты и такелаж, чтобы обездвижить противника. Британские корабли, напротив, стреляли низко, по корпусу, чтобы вывести из строя орудие и экипаж. На большой дистанции, около 1,6 километров и более, ядра могли рикошетить по воде, словно блинчики, скачущие по поверхности пруда. Пушечное ядро, изготовленное из чугуна, было самым распространенным типом боеприпасов. Специализированные снаряды, такие как цепные или обычные книппели, использовались для разрушения мачт и такелажа. С близкого расстояния картечь, начиненная множеством мелких снарядов, превращала пушку или короннаду в гигантский дробовик и использовалась для того, чтобы сеять хаос на палубе противника. Капитан мог принять решение завершить бой, взяв вражеский корабль на абордаж. Назначенные для этого абордажные команды вооружались мушкетами, пистолетами, саблями и полупиками. Вражеский корабль притягивали с помощью абордажных кошек, после чего на его палубу закидывались гранаты и зловонные бомбы, ранняя форма слезоточивого газа. Затем абордажные команды устремлялись на палубу противника. В таких схватках решающее значение имели моральный дух, напор и стремительность. Несмотря на свою жестокость, подобные бои обычно завершались быстро. Морские сражения происходили относительно редко, а крупные столкновения флотов, такие как при Трафальгаре или у Нила, были еще более редкими событиями. Всего несколько дней на протяжении 20 лет войны. Между встречами с врагом могли проходить недели и месяцы. В это время жизнь на корабле подчинялась строгой морской рутине, а течение времени отсчитывалось ударами корабельного колокола. Морской день начинался в полдень, который офицеры определяли с помощью секстантов, наблюдая за солнцем. Момент, когда солнце достигало своей высшей точки,
считался началом послеполуденной вахты. Корабельные песочные часы переворачивали, а в колокол били 8 раз, обозначая ее начало. Через полчаса, отмеренные получасовыми песочными часами, в колокол били 1 раз. Еще через полчаса – 2 раза. И так далее. Таким образом, 5 ударов колокола во время послеполуденной вахты соответствовали 14:30. 8 ударов колокола означали начало новой вахты. В этот момент половина экипажа спускалась на нижние палубы для отдыха или выполнения других задач, а другая половина приступала к своим обязанностям. Всего было 7 вахт, причем первая и вторая полувахты длились только по 2 часа. Это позволяло экипажам чередоваться, чтобы ни одна группа не оставалась на ночной вахте постоянно. Старшие офицеры спали на подвесных койках. Для всех остальных постелью служил гамак, подвешенный к корабельным брусьям. Большинство матросов спали на средней или нижней батарейных палубах. Их гамаки были подвешены между орудиями на расстоянии всего 50 сантиметров друг от друга. Но поскольку на большинстве кораблей действовала система 2 вахт, половина экипажа была на службе, а другая половина отдыхала, поэтому в любой момент времени примерно половина гамаков оставалась пустой. В обычных условиях для управления кораблем была необходима только часть вахты. Остальные выполняли различные задачи, в том числе поддержание порядка на корабле, мыли палубы, полировали латунь и красили деревянные поверхности. Это был не только вопрос обслуживания, но также гордости за внешний вид судна. Экипаж кормился 3 раза в день, но только обед в полдень был горячим. Команда организовывалась в корабельные столовые по 8 человек, и каждый по очереди ходил за готовой пищей в камбуз, чтобы поесть за столом, подвешенным между пушками. Морская пища не отличалась изысканностью, но была вполне достаточной даже для людей, трудившихся долгие часы. Помимо значительных запасов солонины, свинины и галет, корабль регулярно принимал свежие продукты, включая скот, свежие овощи и воду при каждой возможности. Большинство членов экипажа, вероятно, питались в море лучше, чем в гражданской жизни. Помимо ежедневной рутины, определяемой ударами корабельного колокола, существовали еженедельные ритуалы. Одежда и гамак стирались и вывешивались для сушки раз в неделю, если позволяла погода. Практика стрельбы по командам. А по воскресеньям проводилась церковная служба, которую вел капеллан корабля, если он был, или капитан. Как минимум раз в месяц проводилось публичное чтение статей войны, свода правил, который определял поведение и дисциплину на море. Статьи перечисляли 36 преступлений, от пьянства, кражи и трусости до нападения на офицера и мятежа. Половина из этих преступлений каралась смертью. В некоторых случаях это было единственное возможное наказание. Британская дисциплина на море была известна своей жестокостью. Преступления, за которые моряка не вешали, обычно приводили к наказанию кошкой-девятихвосткой, порки с использованием этого кнута. Пьянство было самым распространенным преступлением, и оно часто было связано с ежедневной нормой алкоголя. В домашних водах морякам полагалось около 4,5 литров пива на человека, а за границей примерно 240 мл рома или других крепких напитков. Ром разбавляли водой в соотношении 1:4 и добавляли лимонный или лаймовый сок, чтобы предотвратить цингу. Этот простой, но ставший легендарным напиток получил название «грог». Любой пойманный пьяным или спящим на вахте мог получить 12 ударов кнутом, которые наносил боцманский помощник перед всем собравшимся экипажем. Тяжелые преступления, такие как дезертирство, могли привести к 200 ударам и более, наказанию, которое было настолько жестоким, что иногда приводило к смерти осужденного. Некоторые капитаны флота были жестокими тиранами, но большинство знали, что суровое наказание следует применять умеренно. Британские моряки не ожидали легкой жизни, но рассчитывали на справедливое и достойное обращение,
В противном случае могли возникнуть проблемы. В 1797 году в Спитхеде произошел масштабный мятеж на 16 кораблях Королевского флота. По сути, это была забастовка с требованием повышения зарплаты, поскольку моряки не получали прибавки к жалованию уже более 100 лет. Мятеж был урегулирован без насилия, и моряки в основном получили то, что хотели. Второй мятеж в Норе выдвинул более радикальные требования, и некоторые члены экипажа пригрозили дезертировать во Францию. На этот раз власти решили показать пример и повесили 29 зачинщиков. Несмотря на суровую дисциплину и тяжелую службу, моряки парусного флота со временем становились опытными, надежными и сплоченными благодаря годам, проведенным на море. Именно на таких людей командиры могли положиться в решающий момент. Сильный флот, хорошо укомплектованный и оснащенный, поддерживаемый развитой экономикой, сыграл ключевую роль в обеспечении контроля над морями во время наполеоновских войн. Господство англичан на море и победы русских и коалиционных сил на суше привели к поражению французского императора. HMS Victory в конце войны был выведен в военно-морской резерв. Едва избежав затопления, он стал флагманским кораблем порт-адмирала Портсмута на южном побережье Англии, а затем и флагманским кораблем главнокомандующего Королевским флотом. После капитального ремонта Victory начал новую жизнь в качестве корабля-музея, открывшись для публики в 1928 году. Сегодня он проходит еще один этап крупной реконструкции, чтобы справиться с многочисленными проблемами, с которыми сталкивается 250-летний корабль из дерева. Это позволит ему просуществовать долгое время в качестве уникального памятника этой драматической эпохи морской войны. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, группа ВКонтакте и Дзен. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео. Отдельная благодарность Ивану Семкову, Джону Владимирову, Йозефу Божичу и Антону Антонову.